привыкает ко взрослой жизни, но при этом начинает выпускать корешки. Так что пользуйтесь этим методом. Работает. Давай начнем вот с этой, со сладкой девочки. Добрый день, друзья! Нам очень нравится, когда на наших орхидеях появляются маленькие детки. И мы с вами часто о них говорим. Детки бывают разные. У меня на моих орхидеях чаще появляются детки или на пеньках, или прикорневые детки, или детки на стволике. Мы с вами уже все это смотрели, видели. На некоторые видео сейчас оставлю ссылки. Чтобы вы посмотрели, ссылки будут в правом верхнем углу экрана. Мы с вами наблюдаем за 2 детками на пеньках, даже за 3 уже детками на пеньках, потому что у одной орхидейки появилось сразу 2 детки на одном пеньке. Я о них вам часто рассказываю. Мы смотрим с вами всю историю их развития. Но бывают и другие детки. Бывают детки на цветоносах. И в моей практике, в которой я могла вам показать, такая детка появилась всего одна. Мы с вами ее отсадили, я это все показывала и недавно показала цветение этой детки. Вот этот биглип, который стоит позади меня, это отсаженная детка, это было года 3 назад. И ссылку на это видео я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. И вот эта детка, она была совершенно без проблем. У нее выросли огромные корни, и очень легко было ее отделить от цветоноса, посадить, но только нужно было дождаться цветения. Да, вот оно есть. Красивое, точно такое же, как и у материнского растения, и даже размер цветка одинаков, хотя детка еще не очень большая по размеру. Но бывает же и так, что детку-то на цветоносе орхидея дала, а вот корней на этой детке нет. И ко мне очень часто обращаются с такими вопросами. Что же делать? Мама погибает, цветонос есть, детка есть, корней на детке нет, как ее спасти? И те, кто обращается ко мне в личных сообщениях ВКонтакте, я всегда стараюсь дать видео. Я не знаю автора этого видео, но оно мне очень нравится, потому что там, даже при том, что это видео на английском языке, понятно, как автор этого видео детку с корнями или без корней пересаживает в мох, и детка растет. И я давала эти видео смотрели, пробовали, все получается. Я же должна провести испытания и свои, для того, чтобы вам точно сказать, что это получается. А деток на цветоносах у меня как не было, так и нет. И хочу рассказать вам историю вот этой интересной орхидеи. Конечно, я вам ее показывала 2 года назад. Я даже запомнила число и месяц, когда была приобретена эта орхидея. Это орхидея Sunset Love. И купила я ее 6 марта 2021 года. Мне так нравилась эта орхидея, да она мне и сейчас нравится. Посмотрите, какие листья она нарастила. А вот это еще желтеющие старые листья, с которыми я ее покупала. А цветение, а аромат, красоты необыкновенной. Да, немного мелкий цветок, но от этого орхидея не теряет своей привлекательности. Я так была рада, когда осенью того же года орхидея дала цветонос. И он рос такой огромный. Думаю, вот это цветение будет, какая красота! Но орхидея дала этот цветонос в конце зимы. И кто смотрит мой канал постоянно и знает, в каком регионе я нахожусь, это очень жаркий регион.
и чаще всего летнего цветения не происходит. То есть у нас очень быстро заканчивается зима, потом весна мгновенно переходит в лето, становится в апреле, в мае очень жарко, и орхидея так и не смогла набрать бутоны. Рос этот цветонос, и в конце цветоноса выросло 2 маленьких листика. То есть, ну, практически детка. Но какие там корни? Никаких. Я целый год смотрела на этот цветонос и эту детку. Сейчас на экране появится этот цветонос с деткой. Я целый год ждала. Конечно, я поливала, ну, как все орхидеи, удобрением, с азотом, фосфором, калием, ну, как всегда. То, что я делаю всегда с орхидеями. То есть я их всегда кормлю. Ничего не происходит, корней нет. И наконец-таки мое терпение в декабре закончилось. Мне очень хотелось, чтобы эта орхидея зацвела. А она, когда выпустила цветонос, она прекратила свой рост. Ни листиков новых, ни корней, ничего нет. То есть она решила, что она же мать, и она пытается растить свою детку. Но ни сама, ни детка, никакого роста, никаких корней, ничего. И я волевым решением обрезала цветонос. Вот такая, ну, сантиметров 10 цветоноса. И думаю, ну не выброшу. Конечно, нет. И взяла, поставила просто рядом с одной из орхидей, с малышами, которые у меня сейчас находятся в мху. И тоже сейчас появится фотография, как она у меня стояла первые 2 недели. И через 2 недели она меня порадовала. Она дала 2 корня. Но, конечно, ей некомфортно расти вместе с какой-то еще орхидеей. И она была очень близко к краю горшка. Корешок начал упираться в стенку горшка. Поэтому я взяла и поставила ее в отдельный горшочек, маленький. Я постаралась столько положить мха в горшок, чтобы орхидея находилась посередине горшка, чтобы у нее была возможность растить корни. Не могу сказать, что получился очень плотно мох, но и орхидея в нем стоит, она не болтается. Ну, конечно, тогда, когда я ее не беру в руки, но даже если я беру, вот видите, орхидея стоит плотно, и движения самой орхидеи нет. Срезала вместе с кусочком цветоноса. Вот сейчас уже, к сожалению, не видно, но на предыдущей фотографии видно, что цветонос сантиметров 7-10, не больше. И он стоит в этом мху. Сейчас я очень аккуратно отодвину мох и покажу вам, что корни продолжают расти. И вот там виден цветонос. Сейчас еще с другой стороны аккуратно это сделаем, потому что с одной стороны корешок меньше, с другой больше. Я даже сухую чешуйку с детки не сняла, но подумала, если что-нибудь произойдет, потом сниму. А теперь мне даже самой страшно ее убирать, потому что есть 2 корешка, которые я могу повредить. Пусть они подрастут немного. Чешуйка очень тонкая. Это же не листик был, это просто почка, из которой вырастали эти 2 листа. И это, знаете, даже не детка, которая вырастает из боковой почки, из спящей почки. Она немножко другая, но даже другие детки, другие цветоносы вот так в мху, но обратите внимание, не просто отрезали детку, а именно кусок цветоноса. Часть цветоноса снимаем с материнского растения, и именно эту часть цветоноса ставим в мох. А сама детка, она наверху находится этого мха.
то есть на поверхности. Она не углублена. Это не моховое гнездо, которое там нужно какое-то делать. Нет, это просто мох, она посажена. Мха сверху немного. Но он есть. То есть наверняка и цветонос берет влагу из мха, а мы знаем, что мох антисептик. Я не обрабатывала цветонос, я его срезала. Вот здесь даже видно, что наискосок срезан цветонос и просто вставлен в мох. Так что если вдруг у вас детка не крошечная, не сантиметровая, она растила листики, но так и не хочет растить корни, то можно ее снять с материнского растения вместе с цветоносом и вот так поставить в мох. Поливаю опрыскиванием, причем сейчас возьму опрыскиватель и покажу, как это я делаю. Причем я не поливаю корни детки. Ни в коем случае. Вы можете попасть в пазухи, и детка загниет. Я обязательно опрыскиватель поворачиваю в сторону стенки горшка. И вот так опрыскиваю мох. Мох очень влагоемкий и хорошо между волокнами передает эту влагу. Так что мох нужно держать все время чуть в влажном состоянии, не в мокром, а влажном. Тогда детке комфортно, и она растит корни. Теплиц я никаких не делаю, потому что очень сложно из теплицы перевести детку на более сухое содержание. Вот эти манипуляции приоткрыть, закрыть. Ну, помните, как я выращивала маленькое растение? Мне принесли реанимашку, и она у меня лежала в мху, но я прикрывала все время этот мох крышечкой, чтобы мох был живой, чтобы он не высыхал. И вот этот утром открыть, вечером закрыть, ну, я не могу сказать, что сложно, но вы никуда от нее отойти не можете. Вы все время к ней привязаны. Если вам нужно на день уехать, и вечером вы или не откроете, или не закроете, для детки это может быть губительно. А так она привыкает вот именно к той атмосфере, которая у вас в вашем помещении. То есть она привыкает ко взрослой жизни, но при этом начинает выпускать корешки. Так что пользуйтесь этим методом. Работает. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Посмотри, никто не мешал. Отлично. Я очень рада, что никто не мешал. Молодцы.